Мы сегодня в Минске на выставке малой пластики из коллекции минского коллекционера Виктора Суворова. Выставка называется «Мир искусства в мире фарфора». Посмотрим. Первая витрина – это у нас танец. Посмотрим поближе. Вот сейчас начнем, наверное, вот с этих фигурок, с такие музыканты и барышни с, я не знаю, что это за инструмент, маленькие арфы. лира. Лира, да, это лиры. Это с лирами. Он с какой-то там, я не знаю, это тоже бандура, не бандура, Мандолина. а второго, да, мандолина. Мандолина. А у этого молоденького мальчика у него, видимо, скрипка Возможно. с кобальтом. Белый с кобальтом. И смотрим, это любимица многих, балерина, которая надевает Пуанты завязывает. Это Schaubach-Kunst Lichte, Валлендорф. сочетание и бисквитного, и Даже тут глянцевого, да, немножко даже люстрового, можно сказать, фарфора. Это 50-е, 60-е годы. Фигурка довольно большая, наверное, сантиметров 30 будет в высоту. Потому что они бывают разных размеров, как минимум двух. Маленькие и большие. Вот здесь девочка такая большая. и тут же рядом, смотрите, какая красавица с веером. Сейчас мы посмотрим, кто это у нас. Это у нас Ленинградский завод фарфоровых изделий. Это 60-е, 80-е годы. Это балерина с веером. Автор Сычев. Как хорошо, что даже автора нашли. Молодцы. Красивая такая проработка деталей на платье. И смотрите, интересно, очень в движении платье сделано. Такая пластика, как она красиво, грациозно так изогнулась в танце. А рядом тоже очень узнаваемая немецкая школа. Девушка с виолончелью. Это Вагнер und Аппель. Германия, конечно, ГДР. Это 60-е годы. Здесь у нас умирающий лебедь. Видимо, да, сейчас посмотрим. Сен-Санс? Да, Ленинградский завод фарфоровых изделий. Как Да. вы думаете, кто это? Мы думаем, что это Галина Уланова. Предполагаем, что это она. Рядом группа малых форм. Это жалейка, триптих. Это Минский фарфорово-фаянсовый завод. Автор Пермяк. Как хорошо, что снова указывают автора. Посмотрите, вроде бы такие простые достаточно фигуры, но очень в них много обаяния. Там в соседнем комнате проходит концерт. Так что у нас тут получается очень музыкальное видео. Да, поют. Вот эта очаровательная девочка, балерина, это Городницкий фарфоровый завод. 60-е годы. Автор Крыжановский. И посмотрим еще вот в этой части витрины. Еще красивые две фигурки. Это очень известные фигурки балерина Аист
и балерина-кошка. Это Дмитровский фарфоровый завод. Вербилки. Люстровое покрытие. Тоже очень красивая пластика, посмотрите. Чудесные фигурки, такие достаточно большие. Ну, Вербилки это наследие Кузнецова. Да, знаменитый предприниматель, который создал много заводов по фарфору. А вот это уже, посмотрим, сейчас, чтобы нам свет лучше упал на этого товарища. Это уже современное. Это Вацлав Нижинский в роли Фавна. Балет «Послеполуденный отдых Фавна». Скульптор польский, роспись Травникова. Фарфоровая мануфактура Филимоновых. Царское село. От балета перейдем на следующую витрину. Вот посмотрим полностью, как эта витрина выглядит. И пойдем дальше. Это две обаятельные фигуры. Это белорусский танец Лявониха. Танцуют Лявон и Лявониха. Слова песни «Ой, Лявониха, Лявониха моя». Это, конечно, Минский фарфорофаянсовый завод, автор Глебов и Селиханов. Это 50-е годы. Посмотрите, как они смотрят друг на друга. Да, влюбленно. Какие у них милые выражения лица. Как они довольны. Вот сейчас девочка. Ну, прелестные фигуры две. Крупные. А рядом бисквит. Это Гусляр. Наверное, вы догадались, конечно, такой благородный старец играет на гуслях. Посмотрите, как будто даже слышно, что он поет или сейчас запоет. Это тоже Минский фарфорофаянсовый завод. Просто шедевр. в соседнем зале поют, а здесь в витрине танцуют. Танцы народов Советского Союза. Давайте посмотрим на этих красавиц-плесуней. Вот у нас первая такая крупная фигура. Девочка готовится к выступлению, смотрит в зеркальце, как она одета. Красивая маниста, весь наряд. Вы, наверное, узнаете, что это? Это Коростень. Коростенский фарфоровый завод. 70-е, 90-е годы. А рядом две девочки закружились в танце, как у них широко юбочки разлетелись. Это танец. Полонский завод художественной керамики. Это, насколько помнится, танец матрешка. следующий мальчик. В движении, Мальчик у нас смотрите, какой. Танцор и тоже Коростень. Коростень. Но вот такая рубашка. Типично славянские узоры. И такой залихватский танец у него, Да, задорный. очень. Довольный, счастливый. А девочка рядом уже танцует более скромно. Такая в красном платочке. Вот, но руки в боки. Может быть, она сейчас еще более активно пойдет в пляс. Но это какой-то русский танец. Это ЛФЗ. А справа, тоже в синеньком сарафанчике и в платочке в горошек голубенький, это Это у нас танцовщица Коростень. Украина. И в самом дальнем углу это
Но я думаю, что, возможно, вы догадались. Узнали? У нас было видео как раз про Красавицу. эту фабрику, которая делала прекрасные скульптуры малой пластики. Цыганка – это Полонная. И совершенно другой наряд, совсем другие движения. Это армянский народный танец. Но что интересно, это Коростень. Маленькие фигурки в танце. Справа это Гопак, Полунная. в центре девочка и мальчик. Но видите, как они отличаются? Это Рига, Рижский фарфоровый завод. Это тоже наследие Кузнецова. И еще одна парочка в танце. Это тоже латышский танец. Автор Новоженец. Рижская фарфоровая фабрика. А вот эти веселые девчонки, хохотушки, платьица в горошек. Ой, они просто прелестные. Это плесуньи, это тоже Полонная. Полонский завод художественной керамики. Вообще таких плесуней должно быть 5. Вот мы их видим. Двоих, да, две две. девочки. Но они такие обаяшки. На заваленке сидят, он играет на балалайке, она довольная его слушает. Это... Дуэт на лавочке, тоже Полонная. Ой, какое здорово, такие лица веселые, жизнерадостные. А рядом танцует гопак. Ну, тоже, да, танцуют. Тоже Полонная. И совсем другие наряды. Видите, узнаваемая. Это у нас тоже Латвия. латыши. Латвия. Рижская фарфоровая фабрика. И сюда передвинемся. Девочка играет на бандуре. Вот эта девочка, играющая на бандуре, очень узнаваемая фигурка. Художник Оксана Жникруп. Художник-скульптор. И она создавала свои статуэтки, которые потом производили и в Киеве, и в Полонном. Еще одна бандуристка, уже поменьше фигурка. Это Тоже Киев. А вот это, смотрите, какая милая. Вместе с какими-то птичками, с уточками. С уточками. Да, Это- похоже, с уточками. Да, это у нас кто? Это у нас тоже Киев. И еще такой жизнерадостный, растянул меха, играет. Это что, гармонь или аккордеон? Гармония, это гармонист из Полонного. Вот такой красавчик. И тут же рядом Садко. Садко играет на гуслях. Это Бронницкий фарфоровый завод. а две девочки. У одной на платьице подсолнух, а у другой василечки. Какие милые девочки. Такие мечтающие лица. Это Минский фарфоровый завод. Тоже очень узнаваемая пластика. и еще одни представители. Опять Латвия. Это танцевальный дуэт Рижская фарфоровая фабрика. Вот такие вот. Танцы народов СССР. Старинный романс. Посмотрите, какая парочка. Кто тут кого завлекает?
Это барышня гусара или гусар барышню? Красота! И создали это известные фарфористы, семейная пара Виталий Щербина и Оксана Жникруп. Это Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. А тут еще у нас оперные дивы. Это Оперные дивы – это у нас тоже Киев. Этот же завод. и красавица танцует. Посмотрите, по лицу можем угадать, что это... Это Германия. Щас. Совсем другое лицо. Да, совсем другая идет живопись. И цыганка. Цыганка такая танцует так, со страстью. Это цыганский танец, тоже Киев. Девушка в вечернем платье с таким декольте, с разрезом и с бубном. Это Эта девушка, это у нас Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод. и группа музыкантов. В черном мальчике это Халахаза, Венгрия. И рядом, И рядом еврейский оркестр. ну что-то вот эти ребята по лицу, ну очень похожи на Чарли Чаплина. Это тоже полонная, и это тоже создала семейная пара. Семейная пара Албул. И бюсты композиторов. Чайковский, Лист, Брамс, Россини, Шопен, Бах и Бетховен. Вот такая музыкальная витрина. А здесь у нас самое веселое, самое жизнерадостное искусство – это цирк и клоуны. И, наверное, мы узнаем, что здесь и Олег Попов, и Юрий Никулин, и Чарли Чаплин даже. И заводы разные. Здесь и Полонная, и Барановка, и Вербилки, и Минский фарфоровый завод. Вот такая веселая витрина. Вот это герой за двумя зайцами. Живописный. О, интересное какое сочетание. Олег Попов и олимпийский Мишка. И еще смотрите, какой веселый клоун в рыжем парике выезжает на Свинки. свинке. Вот такая витрина цирковая. Наверное, самая яркая и жизнерадостная, и многочисленная. Красавица-бандуристка, автор Трегубова, это Коростень, 60-е годы. Смотрите, как красиво прорисован ее наряд, разноцветные маниста и блузочка с такими красивыми розами и юбка. И много золота. И даже, наверное, есть люстровое покрытие, да? Чуть-чуть. В таких сапожках. Очень красивая. Большая фигурка, ну, сантиметров 40 точно. Может, даже и больше. Может и больше. И последняя витрина. Такие яркие
Петухи с гармошкой. Это Добруш. Белорус. Зайчик, ушастик играет на трубе. Зайчик ЛФЗ, автор Лупанова. И тут же Мишенька устал, играет на контрабасе. На контрабасе тоже ЛФЗ. Это 50-е годы. Какой симпатичный котик. Он на барабанах. На барабане. В центре это, конечно, узнаваемый почерк Гжель. А вот это удивительно, цветная Гжель. Этот граммофон, это же, видимо, музыкальная шкатулка. Возможно. Вот там есть ключик для завода. А вот маленький контрабасик или виолончель, что это? Наверное, контрабас беленький. Это ЛФЗ. Снегурочка. Снегурочка просто очаровательна. Снегурочка у нас это Дулева, автор Малышева. И рядом девочка. Девочка ЛФЗ, девушка. Танцующий мальчик, видите, отличается. Это Рижская фарфоровая фабрика. Да, совсем другие наряды. Вот даже можно изучать не только танцы народов Советского Союза, но и их одежду, Одежду. Национальные костюмы. национальные костюмы. Морячок с гармошкой. ЛФЗ. Тоже 50-е годы. А вот здесь смотрите, он играет на гармошке, а прибежал гусь и ему поет, наверное. Да, тоже участвует в представлении. Это Хертвиг, Германия. И вот те мальчики, малыши на шаре, ангелочки, амурчики, купидоны – это Германия. И рядом узнаваемый испанский бренд Ядро. А вот посмотрите, Какой милый Дед Мороз с крыльями. это «Зима в раю», автор Голубев, ЛФЗ. Вот так вот. И еще один музыкант, который играет на дудочке. На дудочке музыкант. Полагаем, что это Минский фарфоровый завод. А кто знает лучше, напишите. И вот еще цимбалист. Вот, давайте Сейчас посмотрим цимбалиста посмотрим. Это тоже Минский фарфорово-фаянсовый завод. Играет на цимбалах. Белорусский народный инструмент. И вся вот эта красота, эти фигурки, малая пластика представлены в великолепной комнате Дом Ваньковичей. Музей. Кто вам понравился больше всего? Какие фигурки? Какая тема? Пишите. До новых встреч. Пока.